Здорово! И вот наконец-то вышла вторая серия удивительного цифрового цирка. Ну и так как первый ролик, который набрал 100 тысяч на моем канале, был снят по удивительному цифровому цирку, я бы точно не смог проигнорировать такое событие. Сегодня я разберу события, которые произошли во второй серии, также накидаю пару своих домыслов. Но если вы еще не подписаны, попросил бы вас исправить это, ведь моя новая цель это 10 тысяч подписчиков. Ну а я, пожалуй, начну. Серия стартует с кошмара Помни, где ей снится, что она начала рассеиваться, но вместо того, чтобы ей помочь, ее просто засунули в яму. И даже ее новые знакомые отвернулись от нее. Да и к тому же, они не сильно верили в нее. Ну а Джекс сказал, что он даже не помнит ее имени. Что вдвойне забавнее звучит на русском, ведь ее имя буквально Помни. Но если без шуток, в этой сцене нам показывают, что Помни не может доверять своим новым знакомым и считать их друзьями. Но если точнее, она хочет считать их друзьями. Но из-за нестабильного психологического состояния она этого сделать просто не может. Почему она боится, что ее новые товарищи отвернутся от нее? И как это связано с Кауфмо? Это нам раскроют уже ближе к концу серии. Но пока что Помни просыпается от кошмара и нам показывают забавную деталь с коллизией, что в дальнейшем в серии будет использовать сама Помни. Но в этот момент за ней приходит Рогата. Она зовет ее на новое приключение от Кейна, которое по идее должно быть очень веселое. Ну, судя по анонсам Кейна. Также во время их разговора видно, что Рогата пытается поддержать Помни и переживает за нее. Ведь в дальнейшем в серии нам раскроют, что Рогата боится того, что Помни ее недолюбливает. Но мы-то уже знаем, что из-за своего состояния она не может доверять людям. В такой новой обстановке для нее это пока что проблема. Но потом Кейн быстренько объясняет всю ситуацию, рассказывает, что произошло в Конфетном Королевстве и отправляет их туда. И вот именно там будет уже что-то очень интересное. В этой локации нам демонстрируют Конфетное Королевство, а также одного из новых ИИ. Ей является королева Конфетного Королевства, да и в принципе о ней сказать больше нечего. Ну и в этой локации очень много конфетных манекенов. И как по-моему, они точно не считаются искусственным интеллектом. Скорее всего, манекены выступают как фоновые персонажи. В отличие от тех же крокодилов, принцессы или монстра, у них нет своей воли. И они действуют по прописанной программе. Ведь Кейн для крокодилов прописал не какую-то определенную программу действий. Скорее, он просто создал для них лор. То есть, он просто задал в их мозги какое-то смутное прошлое и какую-то мотивацию. Забавно, что в Королевстве Конфет Кейна считают богом. Ведь по сути, для этой локации он и является богом, ведь он ее создал. Но во время погони наших ребят за крокодилами, Помни с одним из крокодилов попадает под карту. И это еще один из забавных моментов. Ведь я, как бывший заядлый геймер, не раз сталкивался с таким багом, когда на скорости влетаешь в какой-то угол и проваливаешься под карту. Но вместо того, чтобы попасть в пустоту, крокодил вместе с Помни попадает в место, где находятся все модельки персонажей и предметов. Забавно, что и с такой штукой я тоже сталкивался. Ведь на некоторых картах в CSGO, если на ноуклипе пролететь вниз под карту, то можно обнаружить модельки скинов, которые надеты на персонажей. Ну ладно, мы сейчас не об этом. Ведь крокодил, увидев свою собственную модельку и модельку всех своих знакомых, попал в некий резонанс. Весь его мир разрушился, и он впал в депрессию. Ну и тут же происходит эмоциональное развитие Помни. Ведь увидев крокодила в таком состоянии, она ненароком представила на его месте себя и решила его поддержать. Видно, что Помни очень сильно привязалась к этому персонажу, ведь она почувствовала, что они вместе с ним похожи. Она решила пригласить его в цифровой цирк, но для начала им нужно выбраться из-под карты. Ну и тут Помни применила фишку с коллизией, которую нам показывали в начале серии. После того, как Помни с крокодилом выбрались из-под карты, они встретились с остальными нашими героями и все вместе благополучно вернулись в цирк. Крокодил уже начал ходить и осматриваться, примечая, что он сможет привыкнуть к такой обстановке. Но тут Кейн просто одним щелчком сносит его, говоря, что вы, конечно, красавчики, вы можете привязаться к какому-то NPC, но за собой их тащить точно не надо. Ведь Кейн сказал, что если он перестанет отличать NPC от живых людей, то произойдет что-то ужасное. Но вот что именно произойдет, нам так и не раскрыли. Но уже под конец серии наши персонажи решают устроить поминки для Кауфмо. И вот именно на этом моменте авторы дают нам ответ, почему же Помни боялась привязаться к своим новым знакомым. Вы же помните кошмар из начала серии? В нем Помни начинает рассеиваться, а Кейн запихивает ее в пустоту. И друзья, вместо того, чтобы ей помочь, просто бросают ее. Все это идет именно из пилотного эпизода, где после рассеивания Кауфмо его запихивают в пустоту, а герои, которые провели с ним большую часть времени, отнеслись к этому очень холодно. В глазах Помни это выглядело так, как будто они все не такие уж и друзья, и потеря товарища никак их не подкосила. Но в тот момент,
момент, когда на поминках она увидела искренние эмоции своих друзей, она поняла, что все они стоят друг за друга горой. И если с ней что-то случится, они смогут ее выручить и помочь ей. За эту серию Помни очень сильно развилась в эмоциональном плане. Она встретила NPC в похожей ситуации, как у нее, успела к нему привязаться и потерять его, а также начала чуть больше доверять людям, которые окружают ее. Ну и к тому же, я думаю, что Кен не уничтожил крокодила, а просто отправил его в свою локацию. По словам Рогаты, он любит использовать одних и тех же NPC по несколько раз. И даже если модельку скопировать не так сложно, то каждый раз заново прописывать им искусственный интеллект, это было бы очень запарно. Ну и поэтому Кейн просто отправил крокодила в свою локацию. Ну и скорее всего, в будущих сериях мы еще можем его увидеть, ведь он очень сильно повлиял на главную героиню в эмоциональном плане. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите в мою телегу, а я погнал.